драматические точки утечки денег. Вас наебали или вы наебались, какая разница? Деньги были, денег нет. Если вы купите, у вас пользы не добавится. Если не купите, у вас деньги останутся. Тен, получишь хрен. Ну хер думать. Вот когда бахнет, тогда и будем думать, как из этой жопы вылезать. Вот на этом экономить никак нельзя. Игорь Владимирович, есть ли разница между тем, на чем экономят бедные или там небогатые люди, и богатые люди? Да, очень большая разница. Бедные в основном поступают реактивно. Когда уже что-то случилось, тогда начинаем действовать. Как это? Будем решать проблемы по мере их поступления. Ну, в принципе, эта поговорка, она, в принципе, закрепляет паттерн поведения, что ну хер думать. Вот когда бахнет, тогда и будем думать, как из этой жопы вылезать. Богатый человек, он такой же человек, как и бедный. И он также влипает вот в эту вот всю херню. Он также иногда доводит дела до ручки, когда уже рак на горе свистнет. Но здесь вот в чем разница. Богатые люди очень часто занимаются профилактикой, ну, чтобы не случилось нежелательное действие. И иногда даже прибегают к превентивным, предиктивным мерам. Да? То есть это называется правило 3 действий. То есть ты можешь действовать реактивно, когда все наступило, ты можешь профилактировать, чтобы вероятность наступления нежелательного действия, по которым потом придется реактивно действовать, снизить. И ты можешь предиктивно действовать так, чтобы вообще не наступили условия, в которых вот эта вот бяка вообще случилась. Вот богатые люди очень часто уделяют профилактике половину времени и 30% предиктированию. Например, если болит спина, болит уже все, болит спина, то, слушай, богатый человек начинает заниматься реабилитацией, ну, упражнениями, нагрузками, закачивает опорно-двигательную систему и все. А бедный человек предпочитает таблетками обезболивания, ну, снижать боль, откладывать ее. Сидят, квасит пивасик, спина болит, уже замыкает, а он все находится в состоянии, пацаны рядом, в баню пойдем там, а потом опять ночью лежать и болеть, и страдать. Вот бедные люди, они в 10 раз дольше терпят. И наступает момент, когда бедному человеку прописывают операцию на, ну что там, грыжу. Когда грыжа. А что такое операция? Во-первых, она может пойти не очень успешно. Во-вторых, это деньги, затраты, это выключенность из дееспособности и так далее. Поэтому на самом деле бедные чаще умирают не потому, что им денег не хватает, а потому что логика действий и стиль поведения такой, что минимум профилактики и 0 предикций. Вы в одном из выпусков советовали людям добиваться сервиса, за который они заплатили. То есть заплатил деньги, тебе должны это предоставить. В связи с этим я хочу вам привести один пример, где женщина как раз добивалась этого сервиса. Сделали в квартире ремонт, он был некачественный, она решила судиться с компанией. В общем, суд она выиграла, 50 тысяч рублей ей заплатили, но на суд она потратила 2 года. Как вам кажется, вот в данном случае стратегия была выбрана верно? Когда мы хотим что-либо, есть вопрос цены. Сколько готов платить за это? Твоя знакомая, значит, была готова заплатить 2 года жизни, наверное, еще деньги какие-то, да, для того, чтобы всем доказать, что она права, а кто-то не прав. Ну, окей. Ну, давай посмотрим с точки зрения, кто выиграл. То есть она оказалась в состоянии правой, суд подтвердил ее правоту, да, но стала ли она счастливой? Я уверен, что каждый из нас должен пройти такую историю. Поэтому она большой молодец, что попробовала это. Другой вопрос, пойдет ли она завтра платить 2 годами своей жизни за очередные, там, не знаю, 50 тысяч или за очередное, значит, желание оказаться правой. Вот большинство богатых людей, ну, из такого случая, который у них, конечно же, был в жизни примерно такой же, черт побери, вот такой же, они не пойдут. А большинство бедных людей пойдут, уперевшись рогом, да, применяя стратегию «упертый баран». Усердные
бедные люди, у которых среди проявлений, ну, как бы вот, у них не хватает мощности вычислительного компьютера просто сопоставить, нанести на карту. Окей, 2 года жизни, плюс мои затраты, плюс недополученные доходы, которые я бы получил, если бы в это все время занимался не судами, не проектом, потому чтобы оказаться правым. За правду, матушку! А ростом своих доходов, окей. Вот все богатые люди, они потому и богатые, что они не остались в паттерне действия. Справедливость должна восторжествовать, я вам докажу, что я прав, а вы не прав. Они не стали так делать. Они сказали, ну, мир несправедлив по устройству, случилась какая-то, ну, хрень. Ну, как бы мы же уже понимаем, что это херня. Ну, что еще мы будем доказывать? И 2 года жизни богатый человек в этой ситуации в следующий раз, научившись на таком же кейсе, потратит на что? На создание своей компании. Как это близко, как это схоже и как различается результат. Ну и, соответственно, главный вывод этой истории какой? Что когда я вижу какую-то фишку, куда я вот хочу, я сопоставляю, что я заплачу за обретение этой фишки. Вот сейчас я предиктирую, то есть я предполагаю. И вот говорю, так, игра свеч стоит вообще? И как бы если нет, я выбираю другой маршрут, другую игру. Вот и все. Поэтому не идите по инерционному сценарию, не создавайте себе день сурка. Соизмеряйте плату за то, что вы собираетесь достигнуть, ну и принимайте решение, пойдете ли вы туда или пойдете за другое. И помните, за все надо платить, да, и каждому свое не каждому. Игорь Владимирович, вы часто говорите о том, что нужно создавать резерв, активно советуете это всем делать, в том числе и людям небогатым. Но для того, чтобы сформировать этот резерв, нужно, наверное, где-то сэкономить, где-то урезать, может быть, расходы. На чем прежде всего стоит экономить? Да. Очень хороший вопрос. У него есть очень конкретный ответ. Два действия. Первое. Глупые покупки. Глупые, вот абсолютно глупейшие покупки, раз. И второе, коммуникация с мошенниками. Вот эти 2 вещи у людей, которые живут бедно, это драматические точки утечки денег. Ну, утечки, которые у бедных людей постоянно случаются. Утечка. Понимаешь, у тебя в бочке течка. Вот ты сколько туда ничего не наливай, там… Да, 2 типа утечек самое главное. Коммуникация с мошенниками, приводящая к тому, что деньги, которые у вас были, всплыли. Я не знаю, как это называется. Вас наебали или вы наебались. Какая разница? Деньги были, денег нет. Таких мошенников очень много. Начиная от гадалок на вокзале, которые завораживают людей и через гипноз заставляют доставать из кошелька денежки и отдавать. Вот, давно известно, все знают, что. Продолжая различными ухищрениями привлечения на повышенный доход, какие-то инвестиционные продукты, не знаю, Финика, я слышал вот эти. Меня спрашивают, какое ваше мнение про компанию Финика? Я говорю, слушай, да у него даже название, это финики, понимаете? Финики, эники, беники, финики, хреники, да? Тен, получишь хрен. Заканчивая, значит, пирамиды, форексы, бинарные опционы, ставки на спорт, покупные матчи. Причем, подчеркиваю, это не только в России, это во всем мире так. И второе, глупые покупки. Покупки, которые не нужны человеку объективно, но субъективно у него ощущение, что ему это нужно. Люди научились влиять на субъективное представление человека, что вот по статусу ему положена более дорогая машина. Вот он идет, залазит в кредит, и телевизор, это не важно что. Или ему говорят, что если ты хочешь жить счастливо, так надо быть осознанным. Поэтому он идет на курсы осознанности, платит бабки за курс осознанности. Это все отвлечение вашего внимания, и это все покупки, подчеркиваю, которые, если вы купите, у вас пользы не добавится. Если не купите, у вас деньги останутся. Хорошо, вы все равно будете совершать эти какие-то покупки даже ради экспериментов. Отлично. Но поставьте тогда себе некое ограничение, что я в месяц на все вот эти свои эксперименты трачу не более чем 1000 рублей, 2000 рублей. Вот
Давайте лучше 500 рублей. А лучше 300. Разобрались, на чем стоит экономить, но есть ли вещи, на которых экономить не стоит? Конечно. Это фундаментальные вещи, подвергающие тебя опасности преждевременной гибели. Раз. И опасности, значит, что ты навечно зависнешь вот в нужде. Конкретнее, о чем я имею в виду. Первое. Не следует экономить на создании резерва, да, для, прежде всего, физического здоровья и какого-то вот такого вот способности быть дееспособным. Да. Если ты изнашиваешься настолько, что ты не можешь совершать действия, перестаешь быть дееспособным, ну, это приводит тебя к тому, что ты угасаешь. И, вот. Поэтому я топлю за резерв и прежде всего рекомендую резерв копить и использовать в момент, когда есть какой-то вызов по здоровью. И второй момент. Это я очень категорически обращаю внимание, что экономия на росте твоих доходов – это очень опасное явление. Дело в том, что когда доходов недостаточно, и весь наш выпуск посвящен тому, хорошо, как при недостаточности доходов исключить утечки и привести себя в более-менее устойчивое состояние, это все хорошо, но заткнув утечки и приведя себя в устойчивое состояние, каждый человек хочет, добавить доходов, как, да, расширить доходную базу. Подчеркиваю, способность профинансировать новые компетенции профессиональные, да, или, расширение какого-то там мастерства в какой-то области, что приводит к большим зарплатам. Об этих подходах я делал несколько специальных, выпусков. Но я это комплексно называю так: вложение в то, чтобы твои доходы росли. Вот на этом экономить никак нельзя.